Нам сегодня понадобится лист А4, простой карандаш, в моем случае это механический карандаш от Pilot HB толщиной 0,5 мм. Ластик я использую простой и клячку. Если у кого-то есть клячка, то настоятельно рекомендую использовать именно ее. И линейка на случай, если кому-то прям супер сложно будет рисовать осевые линии от руки. Первый этап. Голова человека строится через окружность и осевые линии. Это база, которая нам пригодится для того, чтобы нарисовать аниме-голову. Так, давайте же нарисуем окружность, от которой мы и будем строить саму голову. После того, как ты нарисуешь окружность, нам нужно будет нарисовать одну вертикальную линию для построения базовой конструкции лица аниме-девушки. Второй этап. После того, как ты нарисуешь окружность и вертикальную линию, давай прорисуем контур лица нашей аниме-девушки. Так как эта девушка, соответственно, подбородок будет у нас слегка закругленный, без каких-либо заострений. Итак, нарисовав контур лица, можно приступить к рисованию осевых линий для размещения частей лица. Для этого нам нужно будет нарисовать 3 горизонтальные линии, через которые мы нарисуем глаза, нос и рот. Чтобы нарисовать первую горизонтальную линию для размещения глаз, нам необходимо разделить голову на 2 равные части. После нарисуем вторую горизонтальную линию для размещения носа. Для этого необходимо разделить вторую половину головы пополам. Чтобы нарисовать третью горизонтальную линию для размещения рта, нужно разделить оставшуюся часть пополам. Третий этап. Теперь у нас есть базовая конструкция для построения лица, и мы сейчас ей воспользуемся. Первым нарисуем глаза. Во всех предыдущих видеоуроках, где мы рисовали глаза, я говорил, что начинать рисовать глаза стоит с той стороны, с которой ты будешь видеть нарисованный глаз, когда будешь рисовать второй. Соответственно, для правшей это будет левый глаз, а для правшей правый глаз. Нужно это для того, чтобы нарисовать одинаковые симметричные глаза. Сначала я рисую контур верхней и нижней части глаза. Расстояние между глазами должно быть такое, чтобы туда влез еще один такой же глаз. Далее контур зрачка и блики. Остается только его заштриховать, чтобы он выглядел более реалистично. Также не забываем про верхнее и нижнее веко. Это также задаст нотку выразительности глаз. Теперь давайте нарисуем нос. Опять же, нарисуем его 2 черточками, сильно не вдаваясь в детальность, так как в этом ракурсе она нам не всегда нужна. Я хочу нарисовать достаточно радостную, милую и улыбающуюся мордашку. Соответственно, я нарисую приоткрытый рот с улыбкой. Но вы можете нарисовать любую другую эмоцию, абсолютно другую. Оставляю этот этап на ваше усмотрение. Если вы не хотите ломать голову, то просто можете нарисовать так же, как у меня. И да, не забываем про румянец под глазами. Это задаст лицу немножко смущения и радости. После того, как нарисуем глаза, давайте наметим еще одну горизонтальную линию, которая будет линия бровей. Для этого давайте отступим от глаза примерно около 1 сантиметра. Нарисуем линию и после чего нарисуем сами брови. Четвертый этап. Пока мы не стерли горизонтальные линии глаз и носа, мы можем нарисовать уши, так как высота ушей равна высоте от верхушки глаз до кончика носа. Так как у нас ракурс лица в анфас, соответственно, уши будут не сильно торчать. Вы можете заметить это, если вы подойдете к зеркалу и посмотрите на себя.
И давайте сразу нарисуем шею. В прошлом уроке я уже говорил, что ширина и высота шеи зависит от пола и телосложения человека. Так как у нас девушка, соответственно, шея будет не мускулистая и достаточно женственная. За ширину шеи возьмем расстояние от середины одного глаза до середины другого глаза. Также нарисуем сразу плечи. Ширина плеч также зависит от пола и телосложения человека. Рисуя девушку, нужно отложить ширину одной головы, а для мужчин высоту одной головы. Итак, мы практически все нарисовали, осталось самое сложное – волосы. Волосам необходимо уделить столько же времени, как и на все остальное, так как они, как и лицо, сильно влияют на внешность персонажа. Для того, чтобы нарисовать волосы, нам нужно задать объем прически. Для этого отложим примерно около 1 см от самой головы. Также наметим сразу точку роста волос. Теперь контуром прорисуем примерную форму волос вокруг головы, пока не задавая какой-то определенной формы прически. Также учитываем то, что волосы идут из от этой точки, соответственно формируется вот такой вот пробор. Сейчас я нарисую контур уже определенной прически. После того, как мы нарисуем контур прически, то нам остается только заштриховать. Можем мы это сделать двумя способами. Либо просто заштриховать диагональными линиями с маленьким отступом друг от друга, либо же просто реалистично. Я покажу вам второй способ, так как им можно придать волосам естественность. Для бликов на волосах нам нужно определить, куда у нас будет падать свет, чтобы нарисовать в этих местах блики. Я возьму чуть правее от середины, чтобы свет падал на макушку и правую часть головы. Давайте сразу же покажу, каким образом мы будем штриховать и как сделать так, чтобы образовались блики на голове. Сделать это на самом деле проще, чем кажется. Для этого всего лишь необходимо определить, где будет блик, нарисовать очень-очень легкую форму блика, а потом по контуру просто заштриховать рывковыми движениями. Итак, теперь, когда вы знаете, как выполняется штриховка, давайте заштрихуем наши волосы. Напомню, блики будут вокруг макушки и немного на правой стороне головы.
На сегодня все. Если у вас остались еще какие-то вопросы, то непременно напишите мне об этом в комментариях. Я читаю абсолютно все комментарии, поэтому отвечу по мере необходимости. Я бы хотел задать вам вопрос. Какие бы уроки вы хотели еще увидеть от меня? Напишите мне об этом в комментариях, и может быть в следующем видео я непременно выполню ваше пожелание. Хочу попросить вас поделиться этим видео с друзьями. Может быть, кто-то из них на данный момент сейчас учится рисовать, и ему было бы полезно пройти этот урок. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, чтобы не пропустить новое видео по рисованию аниме с нуля. Поставьте лайк, если вам понравилось это видео. Для меня это большая мотивация для того, чтобы делать для вас все больше и больше уроков по рисованию. Также не забудьте прожать колокольчик, чтобы не пропустить новое видео на моем канале. Всем пока-пока. Также вы можете посмотреть другое видео по рисованию аниме с нуля или же перейти к плейлисту со всеми уроками по рисованию аниме из данной рубрики.